Я не верила, что можно вернуть старые отношения. Думала, это что-то из области фантастики. Однако жизнь преподнесла мне сюрприз, заставив войти в одну реку дважды. В заброшенном, созданном специально для спама электронном ящике лежало письмо из так называемой социальной сети. Когда-то лет 100 назад, я зарегистрировалась в ней, но люди из прошлой жизни, с кем бы мне действительно хотелось общаться, вряд ли стали бы искать встречи со мной таким способом. Короче говоря, я быстро потеряла интерес к переписке. Но сегодня меня неожиданно потянуло проверить почту. Как выяснилось, не зря. «Привет, Катюша», — писал мне одноклассник Вовка. «Как поживаешь?» Судя по фотографии на сайте, замечательно. О себе писать особо нечего. Служу в чине подполковника. Жена, 2 детей, узнал тут одну новость и решил тебе сообщить. Я помню, какой у вас в 10 классе был роман с Юркой. Вы прямо светились, честно тебе скажу, прошло 15 лет со школы. А я с тех пор больше ни у кого таких счастливых глаз не видел. А когда вы вдруг расстались, все только ахнули. Конечно, это не мое дело, но я решил тебе сообщить, Юрка развелся года 1,5 назад. Может, тебе это будет интересно. Надо быть гордой. Юрка развелся, мое сердце застучало как бешеное. Да так и было, мы светились от счастья. Целых 3 года с 10 класса, когда он к нам пришел, по 1 курс института включительно. Даже родители закрыли глаза на наше безнравственное поведение, ожидая скорую свадьбу. Но свадьбы не последовало. Вдруг откуда ни возьмись появилась эта странная девушка с именем Эмилия. Юрка тут же стал другим, чужим, колючим, нервным. Видно было, что его что-то гложет. Мучился он, правда, недолго с того момента, когда я впервые услышала об Эмилии, до того дня, когда он сказал, что больше не может меня обманывать. Прошел всего месяц. Мы расстались. А вскоре добрые люди рассказали, что Юрка женился и уехал в неизвестном направлении, оборвав все контакты. Когда появились социальные сети, я несколько раз набирала в поиске его имя и фамилию, и каждый раз высвечивались заветные буквы. Но я ни разу не решилась войти на его страницу. Уж слишком близкими мы были людьми, чтобы остаться друзьями или трепаться по интернету ни о чем, слишком много всего произошло, чтобы как ни в чем не бывало общаться с чистого листа. Дрожащими пальцами я набрала Вовке ответ. Все стандартно, живу, работаю, дочь, а в конце Володя, а нет ли у тебя адреса Юрки? Просто так, чтобы был, я выводила эти строки, не веря собственным глазам. Будто кто-то заставил меня стучать пальцами по клавиатуре. Боже, зачем мне его адрес? Хотя, конечно, все лучше, чем телефон. Юрка, привет. Я слышала, что ты развелся, может, встретимся, поужинаем? Какой тоскливый бред, какое вопиющее неумение прощаться навсегда. Я в бешенстве вскочила со стула. За эти годы я так и не разучилась видеть это лицо, эти глаза. Я до сих пор помню запах его кожи, волос, рук. Когда же это кончится? После Юрки у меня было 2 мужчин. Они искренне пытались пробиться ко мне через Юрку. Один из них оставил о себе замечательную память в виде дочки, которая сейчас спорит с моей мамой на кухне о том, из чего делают майонез. Правда, узнав о моей беременности, папаша быстро растворился в туманной дали. Мама тогда ужасно переживала, как ты воспитаешь ребенка одна. Но я не сомневалась в том, что надо рожать. «Кать, что с тобой?» Возмущенный мамин голос раздался прямо над ухом. «Я тебя в 6-й раз спрашиваю, ты ужинать будешь?» «Конечно, буду, мамочка моя дорогая». Я закружила ее по комнате. Мама подозрительно подняла одну бровь, посмотрев на компьютер. «У тебя явно хорошие новости. Даже очень хорошие, расскажешь?» Я медленно покачала головой. Вдруг мама изменилась в лице. «Неужели Юра?» «Кать, я по твоему лицу вижу, что Юра». Мама разволновалась не на шутку. «Дочка, не повторяй моих ошибок, умоляю. Я тоже пыталась вернуть твоего отца. Звонила ему, бегала за ним. Ничего это не дало, кроме того, что он меня возненавидел. Женщина должна быть гордой. И думать о Юрке не смей, слышишь? Случайная встреча. Женщина должна быть гордой, гордой». Скрипучие дворовые качели в Юркином дворе раскачивались в такт этой фразе. Что значит гордой? Сидеть всю жизнь у окна, делая вид, что ты никого и не ждешь. Возмущаться, когда кто-то пытается с тобой заговорить на улице, хотя в глубине души ты только и мечтаешь о том, чтобы он все-таки продолжил разговор. Трижды отказываться, когда тебя куда-то приглашают, потому что гордая женщина не должна лететь сломя голову, как только ее поманит пальцем. Да если так жить, поток желающих и приглашающих скоро иссякнет. Я посмотрела в сторону Юркиного подъезда. Когда же он выйдет, интересно? И что я буду делать? Вот, допустим, он идет. Наверное, направляется к машине. Не может быть, чтобы у него не было машины. Он о ней со школы мечтал. Ищет ключи в карманах, а я подхожу к нему сзади, закрываю глаза руками, дескать, угадай кто.
Пока я представляла эту сцену, дверь подъезда отворилась, и вышел Юрка, именно так, как я себе представляла. Подошел к машине вишневого цвета, сунул руку в один карман, в другой, мое тело вдруг само поднялось с качелей и пошло ему навстречу. Я совершенно не представляла, что говорить, а он все искал ключи. Но вот увидел меня, замер. «Привет», — произнесла я хриплым голосом. Я вот мимо проходила. «Привет», — он не отрывал от меня глаз. Я так и понял. Наступила дурацкая пауза. Наверное, надо было что-то рассказать про себя, спросить про его дело, но мы оба тяжело и мучительно молчали, продолжая смотреть друг другу в глаза. «Ты не изменилась», — тихо произнес он. «Может, тебя подвезти?» Да куда угодно». Чуть не выкрикнула я, но сдержалась. «Если тебе удобно». Я забралась на переднее сиденье. Его машина. Его запах, я смотрела только вперед. Мне было страшно повернуть к Юрке голову. Оказывается, так тяжело развалиться в удобном кресле и начать обычный легкий треп. Пусть река несет нас. Резкий удар по тормозам напугал меня, заставив взглянуть на Юрку. Что случилось? Юрка опустил голову на руль. Я так не могу. Я должен сказать тебе. И пусть мы после этого больше никогда не увидимся, но я буду знать, что тебе все сказал. Он глубоко вдохнул, как перед нырянием, и развернулся ко мне. Я искал тебя все эти годы. Точнее, не так, я знал о тебе все. С кем ты живешь, где работаешь, где учится твоя дочка. Мне не надо было тебя искать. Я мог в любой день сесть в машину и подъехать к твоему дому. И знаешь, часто так и делал. Я видел, как вы с дочкой идете с остановки домой. Иногда даже слышал ваш смех. Он шумно выдохнул. То, что я тогда сделал, простить невозможно. Но я уже достаточно наказан, поверь мне. Я потерял тебя и провел несколько лет рядом с чужим человеком. Обменял золото на черепки. Юрка криво усмехнулся. Выговорился, полегчало. Он дотронулся до моей руки. Кать, я миллион раз набирал твой номер, но вешал трубку до того, как начинались гудки. 1000 раз вводил твой адрес в электронной почте, пытаясь отправить километровые письма, но не отправлял, не думай, что я был намного счастливее тебя. Если я что-то и чувствовал к Эмилии, то все закончилось сразу после того, как началось, и знаешь, теперь я вообще не уверен в том, была ли это любовь. Как наваждение какое-то. Чудовищная глупость. Полный идиотизм. Бредовая вера в то, что неправильно себя связывать на всю жизнь в 18 лет. Он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Катька», — спросил он умоляюще, — «ведь ты меня сегодня ждала, правда? Значит, ты простила? Значит, ты свободна? Это вообще что-нибудь значит?» Наверное, гордая женщина промолчала бы или заставила себя равнодушно смотреть в окно. Но я не смогла. Из меня вдруг хлынул поток слов. Я говорила и говорила, захлебываясь слезами. Что, не помню. Помню только, что когда его лицо прижалось к моему, я не могла понять, от чьих слез оно мокрое, от моих или его. Я вообще плохо помню тот день, потому что он был абсолютно нереальный. Я помню, как мы сначала куда-то ехали, потом шли, затем он завалил меня охапками цветов, после чего мы забрали мою дочку из школы и отправились в парк. Дочка хохотала, взмывая на аттракционах под самое небо, а мы стояли внизу, крепко держа друг друга за руки. И пока мы так стояли, у меня мелькнула мысль, не знаю, будем ли мы снова когда-нибудь так светиться от счастья, но пусть все идет как идет. Даже если нас ждет недолгое совместное будущее, оно все-таки будет. А что потом, так ли это важно? Я слишком долго жила прошлым, чтобы сейчас думать о будущем. Пусть река несет меня, куда хочет, громко сказала я вслух. И пояснила, это из «Ежика в тумане». Любимый дочкин мультфильм. Пусть, согласился он, сжав мои пальцы. Только пусть эта река несет нас, тогда уже совершенно не важно, в самом деле, куда она несет.